Всем привет! Сегодняшнее видео, наверное, будет больше интересно новым зрителям, чем постоянным. Потому что в прошлом видео вы видели уже в основном, тут не сильно много изменилось. Ну, хочу сказать, что доделал я гриндер. Осталось его только разобрать, отшлифовать все детали и покрасить. Ну и, понятно, назад собрать. Но, во всяком случае, сегодня я его уже запущу, покажу вам, как точит, как снимает. Так. Кому из новых зрителей будет интересно, я оставлю ссылку на предыдущее видео. Там все размеры шкива, ведущего, роликов и так далее. Так, а начнем с чего? Что я изменил? Сначала у меня вот эти ролики были на резьбе здесь вкручены. И у меня они были завалены, оба, верхний и нижний, они были завалены. Поэтому ленту я не мог отрегулировать. Просверлил отверстие 12, выточил новые пальцы с 27 грани. Все по плоскости встало, все выровнялось. Так, дальше. Дальше, что я еще изменил? Да, наверное, ничего не изменил, по большому счету. Опорная площадка, сотый уголок, 10 мм толщиной. И, как ни странно, он даже по угломеру показывает чуть-чуть отклонение от 90 градусов. То есть выбрал кусок, где более-менее подходящий. Потому что на ютубе показывают, вот правда, люди берут уголок, ляп, тонкие уголки ставят. Я не знаю, я в жизни не встречал уголка 90 градусов. То есть его все равно надо выводить. Хотел сначала фрезеровать эту площадку, чтобы сделать 90 градусов. Но засомневался в своем токарном. И решил оставить как есть. Просто теперь к знатокам вопрос. Вопрос к мастерам. Керамогранит сюда ставите, правильно? Ну я понимаю, что износостойкость и так далее. Вот такая плитка обычная пойдет. Пусть она раньше сотрется, да, мне на нем днями не работать. Просто я вот пока его испытывал, пока поточил железки, обычный уголок, видно, что он уже трется. Особенно в месте, где прижимаю, что здесь столик стоит, там трется. Поэтому надеюсь же все-таки, что из плитки получится лучше. Так, плитка лежит. Есть дальше столик. Ну, столику, наверное, надо ракурс менять, чтобы показать вам. Здесь все. Ну, площадка регулируется, то есть когда плитку приклею, понятно, отойдет туда. Плитку постараюсь сделать чуть повыше столика. Ну, так, переезжаем до столика. А вот он, наш столик. Все люди делают на ригеле здесь. Я на ригеле не делал только лишь из-за того, что ну не могу, нет у меня возможности просверлить все отверстия ровно перпендикулярно. То есть здесь, здесь, здесь. И поэтому я сделал еще одну свободу для него действий, чтобы он крутился вот так. Для того, чтобы выставить здесь угол 90 градусов не только вот так, но еще и отсюда. Ну, то есть, поняли, да, вот к этой плоскости, чтобы 90 градусов было. Именно для этого я сделал здесь на штоке от амортизатора, чтобы можно было клевать столом. Вот так вот угол менять еще. Потому что если сделать ригель квадратный, то угол, вот этот вот уже угол, менять будет невозможно. Ну, здесь можно мудрить дальше. Ну, короче, сделал так. И к тому же у меня здесь, внутри, под квадратом, выглядывает же палец и гайка закручена. Поэтому я в квадрате рассверлил отверстие побольше, чтобы заходил на гайку. Ну и по плоскости на 2 болта прикрутил. Запрессовал шток от неизвестного мне амортизатора на 19 мм. Просто запрессовал. Держит отлично, крепко, не провернуть. Так, дальше. Шток рассказал. Ай. Только что токарный станок меня пытался покалечить. Так, вот он этот шток, который выглядывает. Вот, 19-й. Дальше с квадрата уже сверлил здесь отверстие. Но здесь вот это вот отверстие я протачивал в токарном.
потому что наслушавшись же всяких рассказов про то, что сверлом отверстие не сделать, а сделаешь только дырку. Поэтому проточил здесь. А этот шток уже вазовский, с вазовского амортизатора заднего, на 14. Таких резцов у меня расточных нет, и поэтому пришлось просто сверлить 14 сверлом. И как ни странно, все плотно держится. 14 отверстие вот здесь сейчас, в квадрате, 14 шток. Болт затяжной отпущен, а он, видите, как ходит, плотничко. Опа. То есть все тут нормально. И потом затягивает уже тоже отлично. Подтянул, все. Все держится. Так, и вот теперь, наверное, как раз вам будет понятно, да, для чего я сделал вот этот вот шток. Чтобы, так, чтобы менять вот этот вот угол. Вот для чего. Чтобы столик можно было подводить. Такой-то угол он и не нужен, по идее, для точения. Я не знаю, может пригодится когда-то. Но именно, чтобы делать его 90 градусов столик. Так, есть. Столик. Дальше. Ну, дальше шток этот запрессовал также в квадрат. Просверлил отверстие. Тут я 13 с копейками сверлил. Запрессовал. Отверстие уже 12 сделал. Пачки, извините. Отверстие 12. Это валик уже с коробки передач мотоцикла Урал на 12. Ну, такой же принцип зажима. Также болтом поджимаю. Это уже чтоб стол туда-сюда ходил, угол менять. Два брусочка отрезал с такого же квадрата, как вот здесь. В них засверлил 11,5. Два отверстия там и там. И просто молотком запрессовал также. Когда уже насадил вот этот вот узелок на вал. И уже запрессовал. А дальше по два болтика прикручены к столу. То есть стол у меня гуляет во все стороны. Куда мне угодно. Туда-сюда. 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 Короче, как хочешь, так его и поставишь. И держится все крепенько. Хотя я же говорю, переживал за то, что не угадаю с отверстиями. И при легком отжиме будет просто падать все. Или, например, при поджиме. Я так встречался, что при поджиме болтов то наискось становится, то еще что. Все нормально получилось. Можно сказать, первый раз у меня так получилось. А все потому, что я в этот раз не торопился. И делал потихоньку и с расстановочкой. Так, стол есть. Теперь узел натяжения. Узел натяжения. Так, тоже видели, наверное, в прошлый раз. Он у меня заваленный ролик этот был. Здесь у меня шпилька была вкручена в эту подвижную петлю. Ну, в уголок этот подвижный. Выставил как надо и обварил. То есть выставил перпендикулярно все и обварил. В прошлый раз хвастался, что сварки у меня нигде нет. Ну, нормально. Короче, получилось. Значит, если сварка не испортила, значит нормально. Пойдет. Сделал я это для того, чтобы вот здесь вот отверстие не вырезать под гайку. То есть, если бы я затягивал, точил палец бы, опять же, как на вот верхних роликах, пришлось бы здесь вырезать большое отверстие под гайку. Регулировочный винт стоял бы где-то сбоку. А так этот винт регулировочный у меня давит как раз ровно в эту шпильку вареную. Вот. Так, и Игорек Крамарчук, спасибо тебе большое, огромное. Ты мне подсказку дал, и действительно этот узел заработал по-другому. В прошлый раз я ставил один подшипник только и поджимал болтом. И ну, не тот ход был, совсем не тот. Ты мне сказал, что надо два подшипника ставить. Я сначала думал, какая-то громоздкая получится конструкция. Не, нормально, с подшипником смотрится вроде ничего. И даже тут на 15 получается две обоймы. Тут на 17, ну с двух подшипников я собрал. То есть тут 15, тут 17 отверстия внутри.
На 12 болт посадил. И нормально, потому что, видите, у меня как здесь. Вот оно как здесь. Вот этот болтик упирается, и если выравнивать подшипники, то пришлось бы его подпиливать. Ну, если выравнивать, я имею в виду, если точить полностью ось, чтобы 17 был диаметр, там 15, дальше 12 резьба, пришлось бы этот болт подпиливать. А так не пришлось ничего не пилить, 12 болт держит, все нормально, все играет, шатаний никаких, постараюсь не забыть показать. Так, дальше, пружина. Пружину я поставил со стиральной машины автомата. Чуть подрезал ее, загнул. И то, все равно кажется мне слабо. Потому что чем туже натянута пружина, тем стабильнее действительно ходит лента. Это я уже проверил, потому что в прошлый раз была у меня пружина другая, совсем потоньше. А вот потом, когда поставил эту, лента пошла стабильнее. Так, подключение от частотника 2,2 киловатта. Частотник у меня крутит токарный станок, и поэтому в нарушение всех правил после частотника я поставил переключатель все-таки, чтобы переключать питание на токарный и на гриндер. Вроде это как не рекомендуется, но я не думаю, что будет такой случай у меня, чтобы был обрыв всех трех фаз. А от обрыва фазы в частотнике есть защита. То есть ошибку выдаст и все. Поэтому должно все работать. Ну, пока что так подключил. Потом это выведу, все, коробку поставлю. Все нормально. Так, по этой стороне у нас все. Ну, ручку приделал от старой сгоревшей болгарки, которая проработала буквально 2 дня. Я даже марочку покажу этой болгарочки. Такая погонь. Так, это есть. Значит, переносимся опять наперед. Вот, пока не забыл, как он у меня ходит. Опа. И мягко, и без люфта. Нормально здесь. Так, ну я же, как говорил, сделал его поворотный. А там мой косячок. Как люди не стал вырезать отверстия. Думаю, сейчас я самый умный. Зажал в рестодержку болт на 16. Закрутил эту пластину, в патрон фрезу на 10. Отверстие сделал и погнал прорезать. То есть тяну на себя пластину, и фреза прорезает. И поздно увидел, что она пошла в сторону. Просто резать я стал не в ту сторону. Я на себя тянул пластину, а надо было от себя. То есть вот тут накосячил. А потом, когда от себя начал, уже с этой стороны погнал сюда. То есть больше как напряжение получается было, или что, на эту сторону, вот сюда. И болт в рестодержке не двигался. И прорезалось ровно. Ну, здесь косяк. Ну ладно уже. Не на продажу, нормально пойдет. Так. Ну показали, вон надо же. Как он поворачивается-то. Дальше еще будет, конечно же, крышка, вентилятор, тут все есть. Это все нормально. Сейчас отодвинемся. Чуть-чуть. Рассчитывал так, чтобы крышка не касалась дна. Ну, короче, так. Дальше и позатяну. Опа. Вот такое получается. Так, а как же вам? Вот так, да? Вот так вот он получается теперь и стоит у меня. Ну вот она, рабочая площадка у него. Так, сейчас можно показать, как столик передвигается. Вот эта площадка тоже хотел делать 30×40, потому что на ютубе часто мелькают такие цифры почему-то. А потом думаю, зачем? Надо же измерить габариты своего двигателя. Вот площадка 25×25 сантиметров, соответственно. И стоит он. Я его завожу, даже не прикручиваю.
нормально он стоит. Но это у меня сейчас верстак болтается. А так устойчивая конструкция получилась. Его, чтобы завалить, надо постараться. Вот сюда. Хоть туда, хоть на бок. Ну, короче, нормально получилось. Так, сейчас стол переверну. А может быть при вас. Посмотрим. Переворачиваем стол. Так, так, так. Сначала надо вынуть здесь. Опа, вот так. Примерно. И вот так. Или не так. Или я что-то запарился. Назад. Да, в таком положении столик я свой еще не выставлял. И поэтому, видите, косяк какой. Рабочее место сколько будет. Пару сантиметров только. То есть на стол прилаживать. И если вдоль протачивать что-то, пару сантиметров. Потому что здесь уже все у меня. Все. Здесь дошло. И сделать я пока ничего не могу. Ну, идейка сразу мелькнула, конечно. Надо будет просто мне ниже сделать этот столик. То есть вот этот квадрат с запрессованным штоком опустить вниз. Ну, не вниз, получается, если в нормальном состоянии влево. И такой же квадрат сюда еще один вделать, прикрутить, а этот уже на него. И тогда подвинется и здесь как раз сыграет все. И в вертикальном положении у меня столик рабочий уйдет, хорошо уйдет, почти под самый низ. Да. Появилась еще одна доделка. Ну ничего. Это даже радует. У вас, наверное, знакомое ощущение, когда заканчиваешь какой-то грандиозный проект. Чувство опустошения, что все сделал. Надо чем-то другим заниматься. А так еще есть чем заняться. Так, ладно, все. Болтать хватит, наверное. Давайте. Сейчас я переворачиваю в обычное рабочее положение. Проверим сначала ленту. Покажу ленту вот эту. То есть я ее уже обкатал. Это у меня вот эта вот лента, которую я с Китая выписал. Это вроде как оксид циркония написано, это оксид кремния. Ну, это обычная наждачка. И катал я ленту все время только вот эту одну. Потому что эти в 2 раза дороже, даже больше, чем в 2 раза. Жалко было при настройке станка порвать ее. Это вроде как нет. Потому что этих я 10 штук за 1000 взял. Разной гритности. От 40 до 800 набор лент. А эти уже подороже. И сейчас на этой заведем. А потом поставлю циркониевую. Первый раз. Потому что можете видеть. Она еще не стояла ни разу на станке. 40-я. И попробуем ею поточить. Сначала эту испытаем. Потом той поточим. Заведу сейчас его на 15 герцах. Догоню до 50. И потом поточим вот эту вот железячку. Это 10-ка. Остатки от постройки. Или это кусок. А, это кусок от уголка. Опорную площадку делал, то вырезал кусок. Поехали. Потому что слышно ничего не будет. Все-таки вибрации есть. Тут уже хвастаться не буду. И он не закреплен. И, возможно, ленты эти китайские. Потому что на склейке вот здесь вот. Вот здесь вот. Видно, что точит, ну, стачивается абразив совсем по-другому. То есть вот как идет наискось, и вот так вот такой ширины полоса видно, что точится по-другому. То есть лента чуть-чуть бьет все равно. Но это уже ладно. Все, включаем.
ярче сейчас попробую. Ленту я уже подзачухал немного. Ну, грызет. 60-я сейчас стоит лента. А теперь попробуем цирконий. Поставил ленту. Она грубая, ну 40-я лента, вот эта вот цирконий. Короче, пришлось чуть-чуть повозиться мне, чтобы ее выставить. И как раз таки в процессе всего этого выставления понял, что надо еще с пружиной мне играться. Потому что чуть-чуть надавливая на ручку, надавливая или наоборот поднимая кверху, лента туда-сюда регулируется натяжением пружины. Поэтому пружина надо мощнее ставить еще. Это слабая, которая у меня сейчас стоит. Ну ничего, более-менее выставил. Сейчас покажу, как точно тогда. Вот этот же кусочек. Одну сторону мы пилили 60-й обычной, а другую сейчас пильнем 40-й цирконием. Вот так вот, да, чтобы было снизу видно. Искры летят, нет. Поехали. Так, ну вот что было. То есть примерно было то же самое. И вот оно съело. Полосы аж такие. Видно, что действительно металл дерет прям. Не просто шлифует, а дерет. Так, вы видели, наверное, да? Лента поползла у меня сюда на скидку. Но она не упадет все равно. Я уже знаю, что она не упадет. Могу дальше при вас завести вот так без регулировки. Но вот это вот свисание мне не нравится. А так, я ее сейчас заведу, она будет в этом паре стоять. Вот. За несколько секунд съел хороший кусок железа. Нормально, все отлично пойдет. Главное теперь выставить его. Еще доработать чуть-чуть. И будет нормальный гриндер. Так, ну на этом, наверное, пора закругляться. Не забывайте за плитку. Если действительно знаете ее механические свойства, пойдет она или нет на стол. А я буду дальше шаманить. Всем удачи, всем пока.